Всем привет! Харьковчане уже давно привыкли к августовской череде праздников. Сначала День города, а вслед за ним днем позже День независимости. И если последний является общегосударственным праздником и отмечается всей страной, то День города имеет ценность только для нас, харьковчан. Мы уже привыкли проезжать по Алексеевской ветке метро мимо станции 23 августа и не задумываться о том, что повлияло на решение метростроителей назвать станцию в честь заурядного календарного дня. На самом же деле, исторически эта дата для города значит, наверное, гораздо больше, чем любой другой праздник. В этом году Харькову исполняется 370 лет. Хотя, что касается истинного возраста города, то тут не у всех историков единое мнение. Существует теория о том, что Харьков гораздо старше того возраста, который ему приписывают. Подтверждение этому – находки харьковских археологов. В 2006 году группа ученых раскопала в районе улицы Квитки-Основьяненко фрагменты керамики, датированные 13-14 веками. Кроме этого, существует мнение, что первые поселения появились гораздо раньше. Согласно этой теории, местность, принадлежавшая современному Харькову, была населена славянскими племенами еще в IX-X веках нашей эры. Об этом говорят и раскопки Харьковского городища. Но сама дата 23 августа взялась отнюдь не с момента первой археологической находки либо первого упоминания в печатных документах. Принято считать, что именно 23 августа 1943 года окончательно освободили город от немецких захватчиков. Всю историю Харькова, его происхождение с самых ранних лет я не буду сегодня снова рассказывать, так как на канале есть видео об этом. Оно называется «Харьков. Откуда имя твое? История нашего города». Посмотреть его можете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Мы же сегодня затронем тему именно истории Дня города Харькова. 23 августа 2024 года в Харькове отмечают День города. Третий год подряд праздник омрачает война. Однако несокрушимый город продолжает жить и работать под постоянной угрозой ракетных атак. В этот день у всех харьковчан, несмотря ни на что, очень большой праздник. Считается, что современный Харьков был основан в 1654 году. За многие годы Харьков достиг огромных результатов. Город в пике индустриальной эпохи в Советском Союзе по количеству образовательных заведений, индустриальному и научному потенциалу держал первое место. Также был лидером по танка, трактора и турбиностроению. Были у города и тяжелые времена. Именно с этим временем связана дата Дня города 23 августа. Именно в этот день Харьков освободили от немецко-фашистских захватчиков. О том, что пережил Харьков, стоит сказать цитатой писателя Алексея Толстого, который побывал в освобожденном городе в 1943 году. «Я видел Харьков. Таким был, наверное, Рим, когда в V веке через него прокатилась орда германских варваров. Огромное кладбище». Население Харькова в сентябре 1941 года составляло 1,5 миллиона человек, 900 тысяч коренных и 600 тысяч иммигрантов из оккупированных территорий. После освобождения в августе 1943 года в городе осталось по одним данным 220 тысяч, а по другим и того меньше – около 180 тысяч человек. И все-таки город устоял и победил. 23 августа 1943 года Харьков был полностью очищен от немецких захватчиков. Жители города восторженно встречали воинов-освободителей. За все время 641-дневной оккупации город переходил из рук в руки 3 раза.
Послевоенные годы широких мероприятий, таких как День города, не проводили. Власти и харьковчане отмечали 23 августа исключительно в качестве дня освобождения Харькова. События не только радостного, но и скорбного. День города впервые отметили в 1987 году. И не 23 августа, а 20 сентября. Автором идеи считается председатель Харьковского горисполкома Степан Соколовский, который позаимствовал эту самую идею праздника у мэров крупных городов во время поездки в Италию. Эпоха Соколовского вошла в историю Харькова как время новостроек, когда ежегодно квартиры получали 12 тысяч харьковчан. Сдавались, как тогда говорили, в эксплуатацию по 5-6 зданий для медучреждений и до десятка детских садиков и школ. Еще шикарнее были планы развития Харькова аж до 2005 года, когда по расчетам 30-летней давности в городе должно было проживать около 2 миллионов человек. Намечалось завершить застройку Алексеевки, Салтовки, Рогани, Пятихаток и выйти на Дергачи. Реконструировать Леваду, Журавлевку, Павловку, Холодную гору, построить народный театр на 900 мест, филармонию на Сумской, довести количество станций метрополитена до 35. Но все изменила эпоха ускорения, когда скорость полета творческих фантазий возросла настолько, что на реализацию каких-то проектов времени уже не оставалось. В бюджетно-дефицитные 90-е во избежание излишних затрат было принято решение объединить День города с Днем освобождения от немецких захватчиков 23 августа. Экс-мэр Михаил Пилипчук, комментируя несколько лет назад данное событие, на страницах газеты «Вечерний Харьков» вспоминал: все-таки придерживались мнения, что в день освобождения Харькова произошло новое рождение города. После Великой Отечественной войны Харьков выстоял и возродился, поэтому два праздника решили объединить в один. Главная идея – придать единому празднику максимум значимости. Меня поддержали и согласились. С тех пор, с 1997 года, День города и День освобождения Харькова мы празднуем в один день. Накопленная к тому времени масса гражданского активизма была столь мала, что изменение календаря не вызвало ни у кого никаких нареканий. В День города можно было наблюдать парад на одной из самых больших площадей Харькова. После его окончания харьковчане собирались семьями с целью вспомнить былое страшное время и помянуть павших, после чего отправлялись в парки и скверы, чтобы возложить цветы тем, благодаря которым была вырвана победа. Мини-флажки и воздушные шарики – непременный атрибут каждого харьковчанина. Никто не сидел дома, все находились на улицах своего любимого города, чтобы приобщиться к знаменательному событию, которое у большинства проходило со слезами на глазах. В 23 часа начинался красочный фейерверк, после чего все жители расходились по домам с верой в светлое будущее, в котором никогда не будет войн и кровопролития. А с приобретением Украиной независимости его празднование приобрело несколько иное очертание. Фейерверки, яркие цветочные композиции с символикой военных лет, полевые кухни с угощением солдатской кашей и боевыми 100 граммами, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. День города харьковчане с тех пор отмечают ежегодно. Обычной традицией к 23 августа мэрией города было презентовать обновки, вроде новых улиц, парков или станций метро, особенно если вскоре ожидаются выборы. Бесплатный большой концерт на площади – еще одно святое дело. Например,
К 300-летию Харькова открыли каскадную лестницу, ставшую одним из символов Харькова. Кстати, в 2005 году политические активисты предлагали перенести День города из-за его близости с Днем независимости, что, несмотря на более-менее прочную закрепленность исторических событий за конкретными датами, в принципе возможно. В 2009 году интернет-издание «Статус-кво» сообщало об инициативе Харьковской правозащитной группы перенести День города на иную дату, поскольку 23 августа было объявлено общеевропейским днем памяти тоталитарных режимов. Но предложение не нашло сколь-нибудь широкой поддержки, очевидно из-за того, что на 23 число выпадают и иные события, трактуемые, безусловно, положительно. Например, открытие Харьковского метрополитена в 1975 году. Юбилейный 350 год в Харькове впервые гуляли с большим размахом. Накануне праздника у тогдашнего мэра Владимира Шумилкина вышло противостояние с жителями Алексеевки и Павлова поля. Им не понравился дар – казак Харько на коне работы Церетели. Выезжая из дома в центр, алексеевцы и павлопольцы утыкались взглядами в круп коня. Они посчитали это неприличным. «У Харькова должен быть свой конь и свой хвост», – сказал тогда Шумилкин. Так у города появилась первая и единственная конная статуя. 23 августа 2004 года в Харьков приехал целый Леонид Кучма. Он открывал сразу две станции метро – Ботанический сад и 23 августа. Тогдашний президент старался, ибо осенью ему надо было обеспечить победу на президентских выборах. Но не получилось, не сложилось. Обновили к празднику фасад Госпрома, отремонтировали проспект Науки. Первый и последний раз в честь Дня города прошел карнавал. В 2009 году гуляли с меньшим размахом. В мире бушевал финансовый кризис, однако концерт с фейерверком на площади отменять не стали. На главной сцене звездил российский певец Сергей Лазарев. Фейерверком харьковчане были недовольны. Начался он слишком поздно, в 1:40 ночи, и был довольно коротким. К 355-летию города почти ничего не открывали. Исключением стала площадь архитекторов и 7 чудес Харькова, миниатюры главных городских достопримечательностей. И то ко дню города на площади появилась только одна миниатюра, остальные подоспели к ноябрю. В 2012 году вместо легендарного памятника под названием «Пятеро вышли из ломбарда» появилась летящая Украина. Памятник богине Победы Нике. Она стоит на сфере, которая символизирует духовную суть Харькова и держит в своей руке венок оливы, символ победителя. Ее крылья подняты в воздух, символизируя стремительное движение Харькова от победы к победе. В 2014 году было и вовсе не до круглых дат. Недалеко от Харькова бушевала война. Фейерверки и массовые гуляния на площади запретили. Раненый и чудом выживший Геннадий Кернес в начале лета вернулся из Израиля в Харьков. Но он принимал участие далеко не во всех массовых мероприятиях. Как всегда, ко дню города в мэрии что-то сделали с мостом в сквере Стрелка. Его подсветили новой иллюминацией 16 миллионами оттенков. Скандальным открытием был нижний ярус храма Жен-Мироносец. Строительство этой церкви вызвало протесты у местных жителей и активистов. Когда осенью 2013 года начали рыть котлован,
Некоторые даже бросались под экскаватор, но церковь построили, невзирая на мнение горожан. В 2016 году открылась строившаяся более 30 лет и за последние дни пережившая несколько церемоний открытий и пусков станция метро «Победа». В 2019 году в мэрии решили: новое хорошо забытое старое. И на День города будут радовать харьковчан открытием каскада. Правда, в отличие от 2004 года, уже без воды. Снова, как и 5 лет назад, обновили подсветку на стрелке. Не обошлось и без новых памятников. Только теперь это были 13 обезьян в саду Шевченко. Как видим, до полномасштабного вторжения России в Украину Харьков отмечал День города весело и с размахом. В этом году, как и в 2022 и в 2023, в условиях военного положения праздничных мероприятий не будет. Сейчас город также страдает, как и в 1941-1943 годах, но на этот раз от российских обстрелов. Харьков обладает уникальной энергетикой, которая делает его особенным. Харьковчане преданы своему городу и гордятся им. Харьков величественный и очень красивый. Даже сейчас, когда Харьков ранен, он остается невероятным. Искренне желаю всем харьковчанам вернуться в свой город. Пусть в цветущих харьковских парках снова раздается детский смех. Отдыхают веселая молодежь и счастливые пенсионеры. Харьков обязательно станет еще сильнее и комфортнее. С Днем города всех харьковчан и родной Харьков! Місто прокидається і протирає очі кулачками, лишаючи приємний присмак недосказаних сновидінь. Там мрії залишаються віршами, прозою, піснями і смак нестримної свободи для наступних поколінь. А знаєш, про тебе так мало я знаю, хоч кожен день із тобою зустрічаю і проводжаю. А знаєш, я кожну хвилину рахую, я так за тобою сумую, і навіть коли засинаю. Мій Харків, моє місто, моя любов, метеликами в животі вирує знов і знов, широкими дорогами, надіями, тривогами, і серце розривається на мільйон вогнів. Коли я не з тобою, рідний Харків мій, напитися тобою, квітучою весною, щодня я хочу чути голос твій. А знаєш, алеї твої і проспекти повітрям наповнюють світлом, віршами складають поети. А знаєш, твій приклад усіх надихає, з тобою душа розквітає, малює щасливі сюжети. Мій Харків, моє місто, моя любов, метеликами в животі вирує знов і знов, широкими дорогами, надіями, тривогами, і серце розривається на мільйон вогнів. Коли я не з тобою, рідний Харків мій, напитися тобою,
квітучою весною. Щодня я хочу чути голос твій. Я так хочу кричати усьому світові про мою любов до тебе. Та мрію зберегти цю ніжність наших із тобою почуттів. Тобою не може надихатись навіть безкрає небо. І цілі твої розтлумачити не вистачить сотні життів. І серце розривається на мільйон вогнів, коли я не з тобою, рідний Харків мій. Напитися тобою, квітучою весною. Щодня я хочу чути голос твій.